Знакомство, которое изменит твою жизнь. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, знаете, что бы я сразу сказала? Вот сложностей было в вашей жизни хоть отбавляй. Причем были такие ситуации, от которых может до сих пор бежать мороз по коже. Вот от одних воспоминаний. У каждого это будет своя ситуация. Давайте уточним, с чем это может быть связано. Смотрите, мне показывают, что у многих проигрывается ситуация, связана и с потерей любимой женщины, да, и вы еще многие ностальгируете, хоть и мороз по коже, но вы не отпустили эту женщину. У кого-то проиграется, что были сложные ситуации с деньгами, и мне также показано, что люди, которые связаны с формой, с армией, которые могут находиться там, где горячо, вы тоже испытывали такие моменты, такие ситуации были в вашей жизни, что ну реально и врагу не пожелаешь. В большинстве своем вот как-то вам не везет, знаете, даже я бы акцентировала внимание на личную жизнь. В большинстве своем как-то вот попадались вам продуманные женщины. А для вас это, ну, как говорится, да, вот есть выражение, как серпом по одному месту. Я не буду говорить в эфире. Знаете, это женщина, которая ушла из вашей жизни. Она такого начудила. Она такого начудила и в своей жизни, и в вашей. Здесь и попытки магии, здесь и сплетни о вас. Причем вы это все знаете, ребят, вы это все носите в себе. И даже когда вы каким-то образом с ней пересекаетесь, коммуницируете, вы, ну, как будто начинаете... У кого-то, знаете, вот могут быть такие на уровне физиологии какие-то ощущения до дрожи. У кого-то, может быть, зрачки наливаются, знаете, вот как от агрессии. Напишите, ребят, кстати, давайте, к слову, сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все пишите, какие эмоции и ощущения вы испытываете, когда каким-то образом либо же разговариваете, либо переписываетесь с бывшей. Может быть, если у вас нет уже коммуникации, вот что вы испытываете, когда вспоминаете? У кого-то это может быть равнодушие, у кого-то это злость, ярость. Вот я говорила, как у быка наливаются глаза, да? Вот напишите, потому что я вижу, ну, есть среди вас те, которые не отпустили. Не отпустили, хоть и больно, хоть и тяжело. Вы человек, который всегда пытается справляться со всеми сложностями в жизни самостоятельно. Ну вот вы такой, знаете, может быть, даже с детства вы так приучены, что вы, ну, слишком самостоятельны с детства. Много чего умеете, много чего знаете, именно вот, может быть, со школьных времен. Напишите, у кого резонирует, если действительно вы стали такой супер самостоятельной. Но здесь скорее была такая то ли вынужденная ситуация, может быть, у вас родители были очень заняты, и вы, может быть, уже с детства там по хозяйству уже умели кушать, приготовить, поубирать там и все остальное. Здесь скорее такое воспитание у вас было, может быть, даже вас сознательно родители приучали к самостоятельности, потому что, ну, как бы ты же мальчик, да, мальчик должен быть самостоятельный. То, что продуманные женщины вас как будто вот окружают. Вот знаете, ребят, вот, ну, простите за мой французский, как будто вы пасетесь не там, где нужно.
То ли это мир уже у нас настолько прогнил, так перевернулся, что все-таки большинство женщин, они как-то финансово, материально ориентированы. И вам везет на таких женщин, но везет в кавычках. В общем-то, вы об этом знаете, да, что женщины, которые были тем или иным образом в вашей жизни, они, ну, слишком много ждали от вас. Причем были ситуации, когда вы готовы были дать это женщинам, но потом разочаровались. Вы человек абсолютно не жадный. Если вы видите, что человек рядом достойный, вас, в общем-то, не нужно просить о подарках, там еще о чем-то, о каких-то вложениях. Ну, понятно, что в меру ваших возможностей. Но, тем не менее, если вы видите, что человек вас использует, человек лицемерит, притворяется, ни о каких подарках, ни о каких вложениях, вливаниях даже речи не может быть. У вас по сей день присутствует страх, вот именно страх того, что вы снова наступите на те же грабли, снова повстречаете женщину, которая опять-таки будет материально ориентирована. У кого-то из вас это может быть как наваждение. Ну и несмотря на то, что вы мужчины, может проиграться, что вы, ну, чрезмерно мечтательные, чрезмерно, может быть, даже наивны в каких-то моментах. Можете себе ставить какие-то планки, но не всегда их достигаете. Причем вы можете заведомо понимать, что ну вряд ли я смогу этого достичь, да, потому что, может быть, либо много затрат нужно, много времени, много сил, но все-таки вот мечтать это вы любите, вот мечтать это тоже ваш конек, вы такой, знаете, романтик, вы мечтатель, вы, если ухаживаете за женщиной, то это как-то красиво. Пусть я не скажу, что вы будете звезду с неба доставать, но вы будете постоянно стараться для любимого человечка. Так было, так есть и так будет. Итак, давайте-ка смотреть, что же за знакомство будет в вашей жизни, которое изменит вашу жизнь. В вашу жизнь придет женщина, причем она придет очень-очень неожиданно. Это будет какое-то либо же застолье, может быть, день рождения, у кого-то это корпоратив, может быть. Ну, то есть это какое-то празднество. Те из вас, которые любят писать, что вот у нас нет корпоративов, там, что вы где-то в селе, в деревне живете, сюда можно еще отнести людное место. То есть там, где собираются люди, там, где вы будете не один. Это какое-то, ну, может быть, людное место. Ну, просто чтобы так плюс-минус вы ориентировались. Это не тогда, когда вы будете вот один идти по улице и где-то там вы познакомитесь. Нет. Это будет людное место. Ну, скорее проиграется вот какое-то торжество. Женщина довольно такая интересная. Она какая-то покажется вам загадочная. Она может, знаете, вас еще так увлечь тем, что будет отличаться, она будет, ну так знаете, держать как-то себя обособленно. Если это какое-то празднество, то она не будет себя выпячивать, она не будет слишком разглагольствовать, она будет себя довольно скромно вести. А для вас это будет, ну, в диковинку, да, потому что все больше мы видим в окружении женщин, у которых длинный язык, которые веселушки, хохотушки, которые могут, ну, вешаться на мужчин в прямом и переносном смысле. А это вот она как-то особнячком, да, вот она тихо, скромно сидит в сторонке, и вас это почему-то вот впечатлит, что она не такая. Женщина, которая, возможно, на момент вашего знакомства будет одета вот как-то именно очень стильно и очень женственно. Это не будут какие-то джинсы, брюки, да, как сейчас, вот спортивные костюмы. Многие женщины стали, ну, как мужчины одеваться, да. Да, это удобно, это практично, но я вот сама даже заметила, как мало женщин в платьях, в юбках, в костюмах каких-то, да, на каблучках. Разве что, ну, в какие-то особые моменты, да, тогда женщины могут принарядиться. А так, поэтому эта женщина вас впечатлит вот вообще как-то и своим поведением, и своей внешностью. Кстати, она может быть скорее шатенка, такая темноволосая.
У нее могут быть волосы как-то подколоты, да, либо же пучок на голове, либо хвостик какой-то. Ну, то есть причесок много, заколок много, и может быть даже какая-то красивая заколка в волосах. Но это такой маленький опознавательный знак. Это женщина, которая вот по своей доброте душевной, она тоже переживала в жизни разные непростые ситуации, ей разбивали сердце, она была тоже, ну, где-то даже в схожих моментах, вот как у вас были с женщинами раньше. Ее предавали, ей изменяли, поэтому она знает, как это больно, она знает, как это тяжело выходить из этого состояния. И, в общем-то, если вы захотите в дальнейшем, да, она вам может об этом поведать. У нее есть подружки, которые вот ей как сестры. Я не скажу, что их много, но пара-тройка есть. Но это такие близкие, теплые друзья. Возможно, она с детства, там со школы с ними еще дружит. Ну вот они как сестры. Они в радости и в горе вместе. Они делятся разными такими интересными моментами из своей жизни. Они всегда вот один за всех и все за одного. Я всегда вот искренне радуюсь, у кого есть такие друзья. Неважно, у мужчин или у женщин. Это действительно большая редкость иметь сейчас настоящего друга либо подругу. Напишите, ребят, у вас вот есть реально настоящий друг, который, ну, может быть, уже много лет с вами, да, которые такие проверенные ваши друзья, да. Эта женщина может быть даже не местная. Она либо же приехала не так давно туда, где вы живете, там в ваш город, либо в деревню, либо же она может даже и давно там проживать, но просто вот родилась она где-то. Ну, то есть она в любом случае будет приезжая. Неважно, в детстве она туда переехала или нет. Это тоже такой маленький вам опознавательный знак. Эта женщина вам будет послана самой судьбой. Это не просто так знакомство. Она, знаете, она из тех женщин, вот которых нужно не то что брать в жены, а хватать просто. Вот именно с этой женщиной, если вы захотите, у вас могут сложиться серьезные отношения. Тем более, я думаю, они у вас сложатся, потому что, в общем-то, у нас выпало колесо фортуны. Это изменение вашей жизни, судьбоносное изменение в лучшую сторону. Причем это такие трогательные изменения, это очень чистые такие будут у вас взаимоотношения. Она очень порядочная, она очень такая, может быть, стеснительная, как я говорила. Она очень добрая. А вот доброта в наше время, ой, какой дефицит, правда, ребят? Вот хамство, наглость, да, вот все вот эти вот негативные черты, вот они сейчас направо и налево, да, на каждом углу есть. А вот настоящие, чистые, искренние люди, ну это реально, это такой подарок судьбы, поэтому, ребят, если вам попадаются, и неважно, друзья это, коллеги, вот кто бы ни попадался, не встречался из людей, нужно просто беречь. За таких людей нужно держаться руками и ногами. С этой женщиной у вас может получиться красивая история любви, взаимная история любви. И эта женщина действительно перевернет вашу жизнь в хорошую сторону. Помимо того, что все изменится на 180 градусов, во-первых, вы больше не будете в одиночестве, вы не будете порой, вот как сейчас, да, у кого-то из вас, может быть, одолевают часто негативные мысли, бывает накрывает, бывает грусть, печаль, тоска, да, вот от одиночества, от того, что вот, ну почему так всю жизнь не происходит. А эта женщина вас избавит и от одиночества, и плюс она подарит вам свою любовь, потому что здесь идут именно любовные, такие чистые, настоящие отношения. Это женщина, с которой вы, возможно, даже будете ездить куда-то, ну, может быть, даже у кого есть возможность, вы сможете легко поездить по миру.
Вы можете побывать, ну, даже если у кого нет возможности, может быть, по своей стране, да, у вас будут красивые путешествия. Причем эта женщина будет вам сама, может быть, подсказывать, потому что она знает, она, ну, достаточно умный, начитанный человек. Она будет вам сама рассказывать, вот давай поедем туда-то, да, вот там есть очень красивые места. Она сама будет подсказывать и направлять, вот где есть потрясающие такие какие-то, может быть, реально даже, ну не то, чтобы это даже не религиозные места, хотя это тоже может проиграться. Знаете, вот есть святые, священные какие-то места. Есть, ну, просто красивая природа, горы, там, может быть, речки, озеро. То есть она вот знает вашу страну как свои 5 пальцев. Она знает, где интересно, она знает, куда можно поехать вдвоем, куда лучше ездить с компанией. Вот как-то вот она настолько обознанный в этом плане человек. Знаете, она будет, ну, такой тонкий манипулятор, но это в хорошем смысле слова, не пугайтесь. В принципе, я уже как-то говорила, все люди друг другом манипулируют. Кто-то больше, кто-то меньше. Но вот она это так тонко умеет делать. Вот она настоящая такая женщина, очень женственная, которая вот именно про нее говорят. Мужчина голова, женщина шея. Куда шея повернет, туда и голова. Вот она такая тонкая шея, она такая изящная, изысканная. Вот что-то в ней такое, может быть, даже будет аристократическое. Вы даже не будете замечать, что вот как-то тонко она вас направляет в то русло, куда ей нужно. Многие умные, мудрые женщины этим занимаются. То есть тонко ты направляешь мужчину, не какими-то приказами, не какой-то грубостью, наездами. Поэтому такие женщины, в общем-то, бывают очень часто счастливы и в личной жизни, хотя, опять же, здесь, ну, тоже спорный момент, да, женщина может быть достойная, а мужчина ей может попасться не очень хороший, да, то как его ни крути, ни верти, а если он был, допустим, человек какой-то непорядочный, то он этого не оценит, ее чистоту и верность. Поэтому, знаете, вот вы найдете друг друга, вот просто как 2 пазла сойдутся. Вот вы найдете друг друга, потому что будет много интересного, будет много чему поучиться друг у друга, даже какие-то черты характера. Вы научитесь, может быть, даже быть более сдержанным, более терпимый, особенно те из вас, кто имеет вспыльчивый характер. Вы научитесь как-то вот сглаживать острые углы, ну так тонко-тонко будете сглаживать, даже сами того не замечая. Еще знаете, что я бы хотела вам сказать, что, ну, это не касательно личной жизни. Может быть, кому-то поможет эта информация. Смотрите, у вас также будет знакомство с человеком, но это, понятно, не про любовь. Неважно, мужчина, женщина проиграется, у всех это по-разному, но человек вот как-то вам поможет в продвижении, может быть, по карьерной лестнице, либо же по вашему трудоустройству. Поэтому смотрите, кто сейчас занят поисками работы, может быть, да, вот, то есть встретится на вашем жизненном пути такой человечек, который сыграет очень большую роль в вашей работе, либо в трудоустройстве, причем вы можете даже в дальнейшем подружиться. Вот как-то такие приятельские отношения, он, может быть, даже вам сам скажет, что будут сложности, там, обращайся и так далее. А поскольку вы человек благодарный, конечно же, вы каким-то образом отблагодарите, кто-то презентом, там, да, кто-то, может быть, там в баньку попариться пригласите, кто-то там на природу, на шашлыки и так далее. Поэтому тоже этот человек каким-то образом, можно сказать, перевернет вашу жизнь, но здесь уже больше такая работа, да, вот идет финансовые моменты, рабочие моменты, но, тем не менее, тоже ваша жизнь перевернется в лучшую сторону. Поэтому, мои дорогие мальчишки, в общем-то, я за вас рада. Нужные люди появятся в нужном месте, которые поменяют вашу жизнь. И, ну и, конечно же, женщина, с которой вы станете просто счастливым. Чего я вам всем желаю.
Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!